Эй, друзья, с вами сэр Холмс. Всем привет, Моровинд. Прежде чем продолжить это путешествие приключения, опять же, поделюсь немного планами на ближайшие эпизоды. Не знаю, сколько их будет, этих ближайших эпизодов, но под ближайшими я подразумеваю те, за которые доберусь до Старого Эбенгарда таки. И мне тут мэтр Тутуева подсказал, что стоит все-таки поставить последнюю версию Tamriel ребилда, потому что вроде как в Старый Бенгард тоже насывали чего-то нового. А возможно, насывали чего-то нового уже в регионе, в котором я нахожусь, и я упускаю контент. Вот, поэтому если я опять пропаду, причем вообще пропаду, потому что я планирую не только переустановить Morrowind по этому случаю, но и вообще Windows, вините Тутуева во всем. Вот, это первый момент. Второй момент — это книги. Я еще в прошлом эпизоде упоминал, что хочу их зачитывать, но осложняется это все тем, что, конечно же, все на английском, и я значительно подрастратил, как оказалось, собственно, навык переводить с него. И не то чтобы когда-то хорошо переводил, плавно, четко, но теперь это стало как-то совсем печально. Вот, и решено было, пока я не подтяну свой английский, возможно, я подтяну как раз его таки благодаря Моровинду, потому что, придется как-никак переводить хоть как-то. А книги я буду, если захочу какую-то прочитать вот прям в сей же момент, зачитывать по-русски и накладывать это на записанный материал уже. Вот, сейчас давайте ознакомимся с вампирами Варденфелла, томом 1 и 2. Вампиры Варденфелла, том 1. Благодаря яростной нелюбви к некромантии в культуре Моровинда, вампиры практически неизвестны здесь. Храм не признает существование западных орденов охотников за вампирами. Однако разговоры с официальными лицами храма убеждают меня, что Данмер и Моровинда опытны и искусны в сдерживании этой угрозы. С другой стороны, они свободно признают, что даже большое сообщество вампиров может легко скрыться в отдаленных дебрях или в подземных лабиринтах брошенных крепостей и башен волшебников. Пепельный вампир из легенд Эшленда – не живой мертвец. Чародейство и благословения, действующие на живых мертвецов, по слухам, не имеют никакого эффекта на эти создания. Ни один экземпляр так и не был изучен, и никакие исследования не связывают эти легенды с известными кланами вампиров Тамриэля. 3 известных клана вампиров Варденфелла сильно различаются по своему отношению к добыче. Порода Куарра показывает исключительную силу и выносливость и нападает в состоянии экстатического бешенства. Вампиры Аунда – могущественные мастера заклятий. Они стараются гипнотизировать жертву перед тем, как есть, в то время как быстрый проворный клан Берна предпочитает засады и нападения из-под тишка, сначала отравляя свою жертву ядовитым укусом, затем отбегая на безопасное расстояние и затем возвращаясь к ослабшей жертве. Болезнь вампиризма не может передаваться через раны, полученные от вампира, как это считается обычно. Болезнь передается лишь в тех случаях, когда вампир питался подчиненной ему беспомощной жертвой. Поскольку редкая жертва выживает после нападения вампиров, процесс передачи болезни трудно объясним. Во время инкубационного периода, длящегося до 72 часов, болезнь вампиризма протекает бессимптомно и может быть вылечена наложением общих заклятий или религиозными благословениями. Однако, во время инкубации некоторые жертвы сообщали о нарушениях сна и беспокоящих сновидениях. После того, как проявились симптомы, болезнь становится неизлечимой и необратимой. Вампиры Варденфелла, том 2. На Западе считается, что тайное братство охотников за вампирами состоит в основном из некогда зараженных вампиризмом, но излечившихся людей. Согласно легенде, охотники за вампирами отказываются раскрыть средства от болезни, боясь, что это воодушевит искателей острых ощущений заражать самих себя. На Востоке западная традиция охотников за вампирами неизвестна. Здесь считается, что вампиризм неизлечим, и даже будь он излечим, излеченные вампиры – это мерзость, которая должна быть уничтожена. Поскольку болезнь надежно излечивается, если лечить больного в течение первых 3 дней, отказ от лечения после встречи с вампиром должен расцениваться как сознательная попытка разнести болезнь и как знак чудовищной порочности. В учении храма одна древняя традиция считает, что помимо своих прочих многочисленных преступлений, Молек Баал, отец чудовищ, создал первого вампира из тела поверженного врага. Есть несколько других версий этой истории, где поверженный враг определяется то как лорд Даэдра, то как святой храма, то как могучий зверь.
Это объяснение происхождения вампиризма характерно только для Моровинда и нигде больше не появляется в имперском фольклоре. К несчастью, научные исследования не одобряются храмом, который контролирует доступ к единственному в Моровинде существенному собранию записей по истории и культуре. Хотя данмеры считают, что болезнь неизлечима, когда-то член Вечной Стражи, именуемый Галур Ритари, заявил, что был излечен от вампиризма. Первоначально заключенный в тюрьму храмом за ересь, он позднее покаялся, был выпущен и остаток лет прослужил библиотекарем в Зале Мудрости в Вивеке. Интересно, что до того, как он был посажен за ересь, Ритари был послан в гарнизон Вечной Стражи в Бал-Уре, место паломничества, известное как родина Молагбала. Вот, как-то так. Интересные моменты, особенно про искателей острых ощущений, которые будут себя специально заражать вампиризмом. Но это надо быть очень большим любителем острых ощущений, знаете, потому что средства исцеления от вампиризма, наверное, не так уж легко достать. И интересно, видимо, сопровождается какими-то прикольными эффектами, действительно, да? Становление вампиром и исцеление от вампиризма. Забавно. Ну и про пепельного вампира тоже. Но это же, по сути, порождение пепельных ветров и вообще вот этой всей корпусной темы, которая распространяется с Красной горы. Так что да, тут, наверное, с точки зрения биологии вообще неправильно называть пепельного вампира вампиром или там с точки зрения чего? Научной классификации. То есть, как бы, если вампира считать видом, то пепельный вампир это другой вид, не относится к вампирам. Ну или подвиды вампиров. Типа, вот это вид вампир обыкновенный, это вид вампир пепельный. Вот. Пока так. Но я буду стремиться к тому, чтобы книги зачитывать таки сразу. Чтобы не отвлекаться от погружения в игру. На вот это вот все. Потому что я чувствую, что так, если делать все это будет демотивировать меня читать какие-либо вообще книги. Вот, ну пока что на, наверное, ближайшие пару эпизодов точно хватит литературы и пора уже, черт возьми, выдвигаться отсюда. Да, я тут все изучил уже и особо не хочу тут задерживаться. Хочу на волю, черт подери. Хотя, наверное, сейчас время суток не очень располагающее к... Ну, хотя... Ох, а в какую сторону идти вообще? Вроде бы туда. Вроде бы старый Венгард должен быть где-то там. Вообще закат, конечно. О, это, наверное, он. Вау. Да, неплохой такой видок. Теперь я пожалел, что вышел в закат оттуда. Ну, хотя, может быть, это зрелище не было бы таким впечатляющим при обычном, скажем, солнечном дне. Так, ну тем не менее, выходит, что в Старый Венгард я уже пришел, можно заканчивать эпизод, я достиг чего собирался. Черт возьми. Ну ладно, не, на самом деле сейчас я подумаю, что можно сделать тут интересного. Как мало FPS здесь. Настолько крутой Старый Венгард, что аж FPS проседает. А вообще мне интересно, где тут дороги у вас? У меня же есть заклинание света какого-то там. О, свет Азуры. Выбрался. Недостаток в том, что я становлюсь более... Что это за звуки? Более заметным. Намного более заметным. Но оно стоит меньше куда. В плане маны. И это хорошо. Ну вот, собственно, ворота. Я, наверное, поброжу по окрестностям пока. Что тут интересного? Вау, как мало FPS это. Ой, ребят, мой комп не тянет Моровинд. Да ладно, он его никогда не тянул на самом деле. Но ничего, после переустановки, наверное, все будет замечательно. Я планирую его теперь уже в другой сборке модов установить.
Без совсем всего лишнего. Расскажи мне, что вообще. Да, я тут переместил еще, как видите, окно диалога. Вот сюда, вот так вот, чтобы не загораживать. Я не думаю, что мы представлены друг другу, чужестранец. Я Унесса Садрати. Как я тебе могу помочь? Расскажи о себе. Я просто пастух. Ничего не скажу тебе больше, говорит. Слухи. Ничего нового. А как спросить у нее про... Я не знаю. Про... город? Нет такой версии. Совершенно только рядовые реплики. Окей, ладно. Понятно. Разговор не удался у нас. Я-то надеялся хоть какую-то базовую информацию получить о том, куда я забрел. Ну, черт возьми, это выглядит довольно впечатляюще. Вот скажите. Черт, игра вылетела. Ладно, понятно. Нет, вы не поверите. Я начал где-то 1,5 часа назад запись этого видео и пока что наснимал только целых 11-12 минут контента. Ладно, я понял. Это знак к тому, что в Старый Эбенгард торопиться не стоит. И да, я, наверное, тут переночую у вас. Есть тут где вообще у вас, здрасте, кровать? Я, говорит, не спал неделями, я так устал. Прости, сэр, я тебя не заметил. Мы с тобой встречались? А что ты не спал так долго? Ну-ка, расскажи о себе, ты что такой? Я... И бы поспать, говорит, просто я несчастный пилигрим. Я тоже поспать хочу. Спать вообще это хорошая такая вещь, я тебе скажу. Так, святоши, всякие боги, там, пилигримаж, это классная штука, понятно. Так, а вот это что? А, это название локации текущей. Сиренthul. Сиренthul. Мой английский прекрасен, не правда ли? Тоже ничего нового не сказал. А вот про этого эльфа, которому я помог. А, говорит, ему кажется намного лучше. Не знаю, что ты сделал, но спасибо тебе, Холмс. О, ты ему книжку дал почитать. Видите, как полезно читать? Сразу исцеляешься, и ты только что... хотя, может быть, я могу спать тут бесплатно? Тут я тоже могу наверх уйти, да? Тут с кем-то можно насчет кровати поговорить? Только про плохих Даэдра можно поговорить. Кстати, у нее много так тем для разговора. Ладно, я не буду сильно Вот знаете, я вообще очень люблю залипать в такие штуки текстовые. Поэтому Morrowind для меня это вообще кладезь информации, полезной и не очень. Вот как пример, я когда играл в Oblivion сам для себя, я залип в библиотеку гильдии магов и не вышел оттуда, пока не прочитал буквально все книги, а там их много. Причем гильдия магов это... Какой там первый город? Скинград? Нет. Коралл, да. Когда пришел туда амулет принести. Вот, а насчет кровати, тут, ну, с ней, я помню, лучше вообще не разговаривать. Поговорить не с кем. Поэтому я сделаю так. Я знаю, что ты хотел спать, но прости, дружище, тебе. О нет! Они донесли на то, что я попытался поспать в их кроватках. Какой ужас. Ну вы поняли, да, что произошло? Я попытался поспать. Думаю, что это замечательный приют для всех пилигримов, и в котором можно найти приют, но... Они сказали, ты преступная пена, стой прямо здесь, только не на моих часах. И донесли на меня, короче. Властям. Так, вот здесь я могу поспать. Надо было так и сделать, сразу сюда идти. 6 часов плюс... Ну, давай, 12 часов до 6 утра. И отсюда двину я на рассвете. А может быть даже, раз вы такие псы, что-нибудь у вас своруют. Так, это меня не очень все интересует. О, деньги.
Практично, деньги не имеют веса. Суджама, ну это все такое. Укрепить ловкость. На продажу. Так, это неинтересно. Но зато интересен вот этот вот проход, куда он ведет. Как-то тут видите все. Как будто незаконченный. Я не знаю. А может быть это просто баг разработки? Текстуры сдвинулись. А может быть это баг моей сборки. О, я вернулся туда, откуда начали. Подожди. Я здесь еще не был, здрасте. Хотя, на самом деле, я не хочу с вами говорить, вы псы. Ну ничего, миленько тут у вас. Слушайте, оказывается, как много тут всего еще. Ну вот ты выглядишь серьезно, с тобой я, может, даже поговорю. Я такой-то, такой-то, ординатор Инквизиции. Я это при обязанностях, так что все. Здрасте, истории, которые про еретиков, детали. У меня есть свои, в общем, причины тут тусить. Так, ну, вроде бы ничего он не говорит тоже такого интересного. Ладно, окей. Я здесь не востребован, значит, да? Ладно, пойдем. Пойдем. Так, ну, значит, что я хочу? Я хочу немного с другой стороны тогда подойти к... Да, надо бы сохраниться. Ну, я знаю, вы скажете, не очень умно, наверное, сохраняться после того, как ты совершил преступление. Какое преступление страшное, вы только подумайте. И на меня донесли, но тем не менее... Подожди, а это куда ведет тогда? Эти храмы не так просты, как казались. Ну нет, это уже понятно. Ладно, окей. Поспал на кроватке, да? Преступление, ужас. Что я? Какой страшный человек, органянин. Зверолюд. Но я не люблю сейфскамить. Я предпочитаю жить с последствиями своих деяний. Так, я хочу с другой стороны, да, подойти. Пойду сюда. О, это что за пчела летает? Я вроде бы встречал уже раньше этих пчел, но... Это было 1,5 года назад, черт возьми. Она будет на меня нападать? Кстати, какие у меня тут... лук на 3. Так, ну... Если серьезно... Ты чё это? Yes Group. Даже на нем ничего нет. Но это не знаю, это полуклещ, полуклоп, полупчела. Ну, не знаю, любое летающее насекомое. Не, по-моему, таких я не видел раньше. Вон он виднеется. И вот не нравятся мне эти 2 пузыря, вот совсем не нравятся. Вот не должно же быть так. Эта игра сломана, мне надо ее чинить. Ну, лишь бы не доломать только. Слушайте, да. Мне кажется, как раз-таки вот это все они доделали. О. Это как хороший путь к отступлению вообще, на самом деле. От погони можно сигануть сюда неплохо. Жалко, что на тебя приходится 2 стрелы тратить. Вот они, окрестности Старого Эвенгарда. Прекрасные и ужасные. Ой-ой-ой. Надо под ноги смотреть чаще. Да, и вы знаете, я уже прямо задался целью переустановить Morrowind и... в другой сборке, потому что неизбежно все-таки пришел к выводу, что я действительно сделал себе сборную солянку, причем не очень съедобную из модификаций, но не надо было так. Не надо так. То есть
MGSO, который уже устарел, там в 2013 что ли последнее обновление. Плюс... А вот и дорога, кстати. Я вообще должен был по этой дороге сюда прийти, только я не знаю, где она начинается. Плюс, собственно, Tamriel Rebuild это не очень хорошая была идея, потому что, ну, Tamriel Rebuild таки стал центром всего для меня. И он таки как раз рекомендует другие модификации совместимые использовать, а не вот это вот. Какие милые островки. Черт. Не хватало только туда упасть. Вот я не знаю, почему меня так тянет сюда. Меня почему-то в Моровинде всегда привлекали именно вот такие маленькие островки. Я помню, рядом с Вивеком можно было найти какие-то классные с пещерами. Там в пещере какой-то, по-моему, даже мужик обитает, у которого классное оружие. Что-то такое. И вообще куча всяких подводных пещер. С одной стороны хочется искупаться, но с другой, вы знаете, я люблю все усложнять, и по идее с этим всем я не должен нырять в воду. По идее я должен пойти на дно, но это игровые условности. И, короче, как там говорят в таких случаях, когда ныряют куда-то, я забыл. И упустил момент. Джеронимо, во. О, сборщик жемчуга. Вот это красивый островок, я хочу туда. Во. Собственно, выработался у меня план на этот эпизод. Буду пока в окрестностях тут ошиваться. И уже в следующий эпизод. Вот, кстати, кайфово вот так заглядывать под воду. Слегка. Ну, это правда баг, и тоже не следует особо им злоупотреблять. У меня уже заряды кончились на этом мече, что ли? Печально, если так. Немного чешуи не помешает для алхимии. Вот, значит, окрестности старого Эбенгарда. И следующий эпизод, наверное, тогда уже будет на обновленном Моровинде. Я постараюсь это все сделать побыстрее. Эй! Да, по-моему... хотя нет. Оно работает как-то через раз. Так, эта рыба меня догнать не может. Хорошо. Кстати, я забываю практиковать. Тишина. О. Ловушка душ. Хотя бы, знаете, чтобы перезаряжать можно было мои магические такие предметы. О, вот и поселение какое-то. Велки, да? Велки. Я запомнил, как они называются. Миленько тут. Деревенька какая-то. О, а вас можно освободить? Иногда хочется немного побыть. Уходи. Я не могу освободиться без ключа. Ну да, логично. Робин Гудом побыть иногда тоже хочется. Привет. Расскажи, что тут происходит. Слушай, чужестранец. Я не хочу тратить время на бессмысленные разговоры. У нас тут пропадают велки. Поэтому, если у тебя есть вопросы, иди доставай какой-нибудь еще. А что у вас тут с велками? Это правда. У нас недостаток велков. Раб попытался убежать в неподходящее время. Далеко он не ушел.
но зато далеко ушел велк. Вот, есть наказание, чтобы дать рабу вес потери велка, но я сделал все, что мог на этот счет. Если ты его найдешь, приведи его сюда. Короче, они хотели наказать, но велк пропал. Ладно, я помогу. О, спасибо, аргонянин. Мы обыскали весь остров и рядом с мостом, но безуспешно. Велки не умеют плавать, особенно маленькие. Такие как Эрант. Эрант, а что значит Эрант? Ладно, неважно. Выяснится это все в ходе расследования. Расследование уже по поиску велка началось. Он, возможно, пересек Восточный мост. Если ты его найдешь, приведи его сюда. Велки — это собственность Индарильского Ильви. Ильви, что значит? И терять их собственность — это сродни ограблению. Индарил не позволят, чтобы их грабили. Вот эти велки, эрантные велки, они обычно ищут кору, пыль, ну, корк-бульб, в общем, чтобы покушать, видимо, или что бы там ни было. Вот, и эти, видимо, заросли этих корк-бульбов тут неподалеку. Мисс Дарану Атрил разводит корк-бульбы. Корк-бульбы. Мне теперь интересно, как это локализовано. Ты можешь поспрашивать ее для начала. Ее поля находятся к северу от моста между Фелмс и Тулом и Дандрилом. Если ты найдешь ферму, видимо, я предлагаю тебе взять эти свитки. Guiding Hand. Как это? Ну, руки помощи, короче. Чтобы завернуть их назад в Пэддог. Пэддог. Без понятия, что это. Это приведет велка сюда обратно. Я понял, чтобы починить его своей воле, типа, велка, которого ты ищешь, он меньше, чем обычный велк. Поэтому ты, наверное, сможешь его различить. О, ребята, у меня есть работа. Ну что, пошел искать. Правда, я уже все забыл, что он мне рассказывал. Ладно, не совсем все. То есть они обыскали весь остров, они обыскали тут в окрестностях вот этого, наверное, моста. Такие бестолковые. Как у вас он мог убежать? Тут же не так много места для маневра. Так, и мне надо на север. Север находится там, да? Там. Ферма корк-бульбов меня интересует. О, это что такое? Оранжевый мох. Смотрите, какая прелесть. Это от него такой дымок исходит. Так, ладно, подождите. Я хочу какие-нибудь еще ориентиры. Дружище, скажи, пожалуйста. Прекрати бормотать и расскажи мне, где находится. Так. Дарану был сложной точкой для обнаружения велком. Она работает на полях на восток отсюда. На восток? Подожди, что-то я... Ну ладно, я пойду на восток. Я просто пойду на восток, не буду задавать лишних вопросов, потому что к тому же туда ведет дорога. Я подумал, на север. Это получается... ну вот, как раз таки я сейчас иду на восток. Ага, вот мост. Кстати, наверное, в новой версии модификации... Вот это вроде бы корк-бульб, да? Ага, вот так они выглядят. Даже вот эти вот регионы наверняка преобразились. Они и так красивые, да, вот это все тут.
Но новая версия, она еще красивее. Ага, указатель. Наверное, красивее, я не знаю. Но вроде бы тот трейлер, который я использовал для вступления к предыдущему эпизоду, вроде бы там проскакивают вот эти вот места. Раз они там проскакивают, значит они что-то туда добавили. Такая логика. Вообще, наверное, мне туда. Да? Ну-ка, если заглянуть сюда. Тут тоже что-то есть. Какие-то, не знаю, как это назвать, хутора. Отдельные. Ну, это рис, да? А, это пшеница. Скажи-ка мне. Где у нас обучение? Кстати, а почему бы не подучиться мистицизму? Давай хотя бы до 15 подниму. И свечерело, в общем. Без лишних слов пообучала меня дама мистицизму. Ну-ка, надо сориентироваться. Так, выращивает курк бульбы. Может, на север. Ну, в общем, да, мне кажется, мне туда. На самом деле я уже потерял из виду то, что... Вот вроде бы там, да, было оно. Столько новых мест, это так непривычно. Слушайте, это целое поселение. Вряд ли здесь фермы расположены. И так как я ничего не знаю, где чего, в принципе, любое из этих мест может оказаться фермой курк-бульбы. Ну, это какой-то хамум. Корень хамума. Простите за вторжение, простите, извините, деньги, но я бы хотел узнать, где находится... Ладно, неважно, до свидания. Спасибо, пожалуйста. Единственное, что она успела мне сказать, что у нее ботинки разрушил Гуар. Вообще, видимо, это национальная проблема данмеров, да? Гуары и ботинки. А именно их сочетание. Не сочетается. Одно аннигилирует другое. О, кстати, говоря о гуарах. Простите. Я застреваю в камнях. Вообще, это похоже на... Вообще... Форт какой-то, не знаю. Чистокол. Прям ассоциации Stronghold первой частью с деревянными стенами и всем таким. Или даже с Kingdom Come Deliverance, где один из последних квестов это штурм вот подобного, вот, кстати говоря, лагеря. Куда я вообще пришел? Где это я? Что это? Это Дандрил? Это Дандрил. Наша деревня — это маленькая фермерская комьюнити, коммуна, располагающаяся на западных холмах, предгорьях Антрина. Ну да, вроде бы как раз таки Антрина они
доработали. Рядом с Sundred Scar. Sundred. Ну, каким-то там, ну, короче, это название региона. Мы выращиваем культуры, коммуницирующие сюжеты на землях, имеемых индарильской знатью, и держим свои собственные какие-то делишки. Так, скажи мне про Велка что-нибудь. Самая подходящая фигура, которая сбежала с фермы Итула, деревня на запад отсюда, где разводят велков. О, прекрасно. С тех пор дикие велки обычно не столь храбры. Мы вытеснили их по ряду причин. Но я знаю, мы не можем им навредить, потому что они близки к возвращению. Я ничего не понял, что я прочитал и что я перевел. Но говорит, что... Ну, блин. Не понял я, что он имеет в виду. Я вообще хотел... Ну, вообще, Дандрил и какая-то еще... Во, деревня на запад отсюда. Вот, где-то между... Короче, у меня на запад. И где-то там я найду. Я на самом деле не... Ну, тут, конечно, миленько у вас, но... Я не хочу терять много времени здесь, потому что Велк уходит, черт его, паскуда, подери. По-моему, я иду не туда, да. Мне надо на запад, запад там. А, тут же указатели даже есть. Старый Бенгард. Тут слишком как-то большие населенные пункты. Тот, который мне нужен, он вот на западе, это там. И где-то по пути к нему я должен найти эту ферму, похоже. Если я все правильно понял. А может быть, я понял все неправильно, но я сильно стараюсь не заморачиваться, потому что даже если я понял неправильно, я приду куда-нибудь в другое место, и это будет новое приключение. Эх, черт. Наверное, мне стоит факел найти. А может, у меня есть факел, нет? Нет факела. Я уже настолько в прошлом эпизоде свой инвентарь перелопатил, что вроде бы даже запомнил, что у меня есть, чего нет. О, здорово. Это не тебя ли я ищу? Ну нет, тот должен быть меньше вроде бы. Хотя, кто черт его разберет? Может, это он? Потому что он как-то подозрительно один тут находится. Ладно, сейчас мне надо... По-моему, я опять заблудился уже. Так, я пришел отсюда, да? Я пришел отсюда. Тут дороги нет. Пойду туда. И опять на ночь глядя я тут разгуливаю. Вот кто бы мог подумать, да? Я должен тут спасать судьбу всего Моровинда, а я где-то вообще уплыл на континент и ищу тут велков. Что я делаю, скажите мне на милость. А с другой стороны, да пошли они к черту все. Нереварен там, не Нереварен. Плевать я хотел. Слушайте, это уже старый Бенгард. Замечательно. Так, а как эти свитки? Приказать существу первого уровня. Ну, весело, в общем. Так, знаете что? Мне нужен ночлег. Хотя нет, не нужен мне ночлег. Мне нужно заклинание. Вот это вот. Она вроде бы попроще, чем... Кошачий глаз. Ну, вообще, скорее всего, это тот велк и есть. Вот у меня чутье подсказывает, да? Давайте-ка я немного по сейф скамлю все-таки.
Мне говорили, что мне надо больше доверять своей интуиции. Опять штаны снял. Прекрасные вообще каракули, конечно. А я хоть могу использовать свитки? Как Guiding Hand, да? Так, подожди, он... На касание. Пойдем. А он пойдет хоть за мной? Черт. Он не идет за мной. Может, этот квест сломан? Или подожди, а как командовать? Это же заклинание приказать существу. В атаку! Вперед! Блин. Тупорылый велк. Ну? Может, он застрял в кустике? Не, знаете, мне кажется, это не тот велк. Теперь мне кажется, что это не тот велк. Ай, короче, ладно. Ладно. Я думаю, я справлюсь с 3 свитками. Я все еще не хочу сейфскамить, и сейчас я, по-моему, иду. Ладно. Теперь пора воспользоваться. Так, подожди, Дандрил. Вот я шел на запад от Дандрила. Мне кажется, мне что-то... Меня обманули, мне кажется. Здесь нет никаких... Ферм коркбульбов, черт возьми. И, черт возьми, я все-таки хочу тут в этих кустиках прилечь отдохнуть. Ладно, запомнили это место. Возможно, это все-таки тот велк, но как-то его надо будет оттуда достать. Да ну к черту, сказал Холмс, проснувшись, и завалился спать еще на 2 часа. О, вот так-то посветлее будет. И даже никто не потревожил меня. Как ни странно. Ау! А, подожди. Подожди, не набегай. Так, это на касание, да? Сработало! Избавиться от трупа. Так, у меня был камень душ-то хотя бы? У меня не было, да, их? Ладно, невелика потеря. Но это было первое мое удачное заклинание поимки душ. Подожди, а вот еще велк. А, слушай, он идет за мной, что ли? Ты за мной идешь? Серьезно? Слушайте, это все очень странно. Не, подожди, это, видимо... Дикий велк, действительно. А почему он дикий? Почему его до сих пор не... Это же... Это же ценные животные тут у вас. Блин, я опять заблудился, по-моему. Мне в ту сторону. Слушай, я хожу кругами. Я не знаю, такого со мной ни разу не было еще. Так. О, вот она, кстати, ферма коркбульбов. Ну, по-любому. И вон какой-то тут велк тусит еще. И вроде бы он поменьше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, это он! Иди сюда, пес! Ах ты ж такой, а? Guiding Hand.
Знаешь, сколько я на тебя потратил времени? Пойдем. О, этот идет без проблем сразу за мной. Я понял. Заклинание называется подчинить существо первого уровня, остальные, видимо, велки не первого уровня. Этот маленький нуб еще. Пойдем. Ну, сможешь спрыгнуть за мной? О, кстати. Да куда? Нет! Бестолковый, а. Стой! Логика следования за главным героем компаньонов не идеальная в серии The Elder Scrolls. По крайней мере, в Morrowind точно. Я вспоминаю свое самое первое прохождение и самое долгое. Когда я... взял наемника в Альмалексии как раз таки. В дополнении трибунал. И он у меня застрял где-то там в Двемерских руинах под городом, потому что там вход и выход, они, ну, непреодолимы для искусственного интеллекта. Там надо прыгать, вроде бы. Или что-то в этом духе. Ну, давай. Залезай обратно, пожалуйста. О, скрипт сработал. Отлично. А ты вот вернул нам убежавшего велка. Так что ты теперь тут в почете. Ну, пока что. Подожди, а награда? А. Так. Если ты не говорил с Гетманом, я уверен, что он наградит тебя. А что он тут говорит? It will not stop from producing nectar. Угу. Он сможет производить нектар дальше, замечательно. И у меня осталось еще 2 свитка. Ну, я их, наверное, продам, потому что, ну, существ первого уровня, наверное, уже не осталось в моей вселенной. А кто тут Гетман у вас? Ну, то я столько времени потратил, и... наверное, вот это будет авансом. Не. Этот парень не похож на Гетмана. Кстати, классные у Индарильской стражи доспехи. Пожалуй, нравятся мне больше всего. А кто Гетман-то? Ладно, я буду вламываться ко всем в дома и спрашивать, ты Гетман или нет. Ты кто? Я обычнер, понятно. До свидания. Я даже сюда сейчас вломлюсь. Где мои отмычки? А, черт. Моя отмычка сломалась. Ну и бардак. Интересно. Эдра. Сушеная рыба-убийца. Прекрасно. Деньги. Да, интересно. О, бренди. Бренди я возьму. Флинн тоже. Смотри, запрятал самые ценные вещи. Это алкоголь у него. Ну, как бы этого следовало ожидать, глядя на вот это вот все великолепие. А, вот, кстати, самое красивое у него это вот цветочек. Удочка, и больше ничего тут классного нет. Ну, вообще, я, наверное, не очень умный в данном конкретном случае, потому что дом Гетмана это скорее вот что-то вот такое.
Да? Ты гетман? Ну, вообще... Я священник. Я храню эти фермы Велочи на верном пути. Так. Велочи. Ну ладно, неважно, короче, я священник и все дела, и все вытекающие. Так. С ним поторговать можно, смотри. А вот у него еще есть такие же свитки. Вот я как раз таки ему продам. У него нет денег, черт. Ну ладно, может что-нибудь обменять? Вот, не знаю, дай мне хотя бы вот это. Книжки, может, какие хорошие, нет? Ясно. Печально. Ладно, вот возьми, наверное... Я ж какой-то свиток там находил. О, вот такой вот, не очень нужный. Ну, типа, хотя бы что-то, хотя бы как-то. Заклинание. Так. Ну, это мне не очень интересно. Spellmaking. Наверное, не стоит пока мне в это лезть. Гетман, есть тут у вас? Где Гетмана спрятал? Наверное, он окажется вот здесь, вот в самом последнем доме. Да? Приветствую. Нет, я обычнер. Роадюр. Ой, короче, я не знаю. Еще раз, где мне искать Гетмана? Ну, я знаю, что где-то есть Гетман, и что Гетман мужского пола. Но вы знаете, I'm out of options. Я понятия не имею, у меня нет... Подожди, а здесь я был? А, да, здесь у нас священник. Ну, я не знаю, наверное, он в отъезде где-то. Не знаю, может быть, я вернусь сюда позже, может быть, на меня сойдет. Не зайдет озарение между эпизодами. А пока что, друзья, лайкайте, подписывайтесь, если еще не, пожалуйста. Что там еще делают? Колокольчики бьют. Потому что на сегодня пока что хватит. Вот такие вот обозрения прилегающих к Старому Эбенгарду территорий. И, блин, а может быть здесь Гетман у них живет? Ну, это узнаем уже в следующий раз. Вот, спасибо вам за ваши просмотры, за внимание. С вами был Сэр Холмс. Пока-пока.